Так, ребят, всем привет! Сегодня я продублирую видео апгрейда катушки Basi SLD QD. Сегодняшний апгрейд будет касаться как SLD QD, так и SLD QDX, двух катушек. Да, единственное, что у QDX вы не можете апгрейдить кноп, там подшипники вы не доставите, там кноп запаян. Это спасибо подписчикам. Разобрались мы с этими двумя катушками, со всеми их нюансами. И, в общем, значит, вкратце скажу, чтобы вы понимали. Значит, у QD стоит 8 подшипников, 7 из них в самой катушке, один идет в кнопе. А у QDX идет 7 подшипников в кузове, да, и в кноп просто там нету подшипников, там все на втулках. Соответственно, сегодня я покажу, как конкретно, что меняется дополнительно, потому что оказалось, что в ролике лесоукладывателя тоже встают втулки. Я тут просто в тихом ужасе от того, что происходит, за такие деньги катушка. Я покажу, какие конкретные инструменты, какой отверткой я кручу, чтобы не сорвать, то есть более детально, более подробно. Видео ничего не буду вырезать, поэтому будет немножко нудновато, скорее всего, немножко долго, но зато покажу, как правильно и чем я пользуюсь, чтобы сделать апгрейд, да, чтобы вы потом не ломали руки себе и всегда смотришь видео, кто-то делает, вроде все нормально, начинаешь делать сам, все всегда сыпется, ничего не получается. В общем, сегодня будем более детально об этом говорить. Значит, сразу я убираю кноп будет апгрейд отдельно по катушке. Значит, первое, что будем делать, будем ролик лесоукладывателя ставить подшипники. Значит, что нам понадобится? Я вам покажу на всякий случай, как инструкция. Значит, будем использовать биту PH1 или Phillips номер 1 с огромной рукояткой. Не используйте при разборе катушек вот такие вот подобные отвертки. Даже то, что это тоже Phillips 1, сама бита, но у вас нет рычага, вы не можете открутить, если винт затянут сильно. И вот такой вот отверткой вы просто можете сорвать головку винтика, поэтому вот это использовать не стоит. То есть берите хорошую, нормальную дебелую отвертку, где вы рукой можете скрутить винт, если он перетянут. Говорю не понаслышке, сам уже столкнулся, были ситуации, когда я срывал головку винта только из-за того, что не пользовался большой отверткой. Это не реклама Вихи, если что. Так, значит, биту мы поставили. Еще в работе будет вот такой вот инструментец. Это заказывал с Алиэкспресса, честно, но я не считаю, что это какой-то нужно сейчас из Японии заказывать за там 10 или 15 долларов. Вот такой вот, я бы не знаю даже, как это назвать. В общем, такой вот маленький инструмент. Им очень удобно вынимать подшипники. Вы можете заказывать, можете нет, но я вам честно скажу, что с таким инструментом намного легче работать, потому что не надо искать. И контрольный выстрел — это вот такой вот пинцет. Как видите, он у меня уже поработал. То есть вот очень удобная вещь. Особенно с подшипниками работать, да, можно зацепить. В общем, это то, что нужно использовать. Можно использовать, не нужно. Но поверьте, с этими вещами все будет проще. У меня, сам пинцет Tamiya, я не знаю, кто моделизмом занимается, тот знает этот бренд. Но такие пинцеты в Китае продаются, не проблема. И опять-таки ваша японская катушка абсолютно не пострадает, если вы возьмете китайский пинцетик и будете им пользоваться. Опять-таки, выбор за вами, конечно, есть и дорогие инструменты. Значит, с чего начнем? Будем разбирать сначала ролик лесоукладывателя. Опять-таки, повторюсь, PH1, да, Phillips 1, потому что этой битой вы не свернете, или этой. Это конкретно винтик под Phillips. Значит, мы скручиваем винт. И убираем дужку, достаем сам ролик. Вот такая конструкция ролика. Опять-таки, схему, как всегда, я в описании. Катушку я сейчас уберу. Схема будет в описании. Значит, здесь я вам честно скажу, все по уму сделано, потому что вот стоят вот такие вот две кассеты. Я, в общем-то, из-за этих кассет и не подозревал, что в самом ролике стоят не подшипники.
Значит, кассета каким образом выглядит. Есть вот такой резиновый пыльничек. Мы его абсолютно спокойно снимаем руками. И вот сама втулка. Делаем это с двумя кассетами. И выбиваем, естественно, оттуда втулки. Вот для чего вот такого плана инструмент, да. Не надо ничего придумывать, мудрить, выбирать что-нибудь, чем это можно, да, достать, скажем так, не навредив самой катушке. Это раз. И это два. Втулок у нас размер 5 на 8 на 2,5. Ну, соответственно, конечно же, берем шарикоподшипники в этом же размере. Кстати, такой же подшипник с тем же размером стоит у нас и в кнобе, да, но если у вас катушка QD, то в кнобе точно такой же подшипник, поэтому, значит, вставляем в кассеты, закрываем сами кассеты. Так, кстати, подшипники я использую ISO. В свое время я очень часто заказывал и много заказывал у Ежиков или Hedgehog Studio. Я думаю, что многие слышали о таком сайте. Но что происходит? Сейчас у них доставка стоит уже была $50 еще летом, когда коронавирус, да, нас посетил всех. Сейчас она стоит $25. Каждый подшипник у Ежиков стоит в районе $8. Ну, как вы понимаете, в общем-то, смысла. ISO — это японские подшипники тоже. Ну, вроде как я читал много отзывов по ним. Люди не жалуются. Апгрейд катушкам делают. И, в общем-то, и я жаловаться не буду, потому что подшипник как подшипник, ну, даже не знаю, можно и китайский, наверное, поставить, и тоже все равно лучше, чем втулка, так или иначе. Ну, не уверен в этом, поэтому я все же не рекомендую сильно прям экономить, там, да, брать что-то дешевое. Ну, в общем, вот таким образом у нас теперь выглядят эти кассеты. Вот это резиновые пыльнички. То есть подшипники у нас защищены. Тут Дави низкий поклон. Ставим это все дело на ролик. Берем обратно катушку. Ну и, кстати, благодаря или из-за того, что я использую японские, да, по крайней мере, в моей голове они точно японские, и, в общем-то, продавцы так заявляют, подшипники, то их не надо смазывать, они смазаны с завода. Еще какой нюанс: поставить, убрать вот эти вот, да, кассеты, скажем так, ну, я не вижу никакого смысла. Можно сюда поставить 5 на 9 подшипник, поставить 5 на 9 на 3, по-моему, размер. Но, опять-таки, нужно будет регулировать чем-то вот эту глубину, потому что, ну, ролик станет меньше. Ну, кассету, честно, не рекомендую убирать, потому что вот это считается премиум, да, то есть у вас подшипник, он еще и защищен пыльниками. Ну, в общем, все, как говорится, по уму сделано. Возвращаем в исходное положение, закрываем сам ролик и закручиваем винтик. Так, проверяем, ролик у нас крутится, все хорошо, все отлично. Так, дальше. Второй момент, который вы можете сделать, если у вас QD или QDX. Берем ту же отвертку, она точно так же идеально подходит. Откручиваем заднюю часть катушки. У нас выпал винтик, и там еще есть такая вот шайбочка, да, аккуратно, не теряйте. Дальше снимаем заднюю крышку. И вот здесь вот самый такой скользкий момент. Значит, что здесь? У нас здесь установлен подшипник 4 на 7 на 2,5. Сейчас я вам покажу сам подшипник. Можете его доставлять, а можете не доставлять. Ну, так как у меня этот подшипник просто был
скажем, в наличии, да, дома лежал, то я его решил поставить. Значит, что можно сделать? Что здесь, какая история? Вот это бесконечный винт, и он опирается, сейчас покажу, чтобы было точно видно, вот здесь на втулку. Вот эта втулочка. Но вот здесь стоит подшипник. Причем у подшипника и у втулки абсолютно одинаковые размеры. Значит, что можно сделать? Два варианта. Первый. Снимаем такую вот клипсу. Выталкиваем оттуда подшипник вместе с втулкой. Таким образом. Теперь достаем втулку из такой пластиковой, да, как видите, кассетки. И просто меняем их местами. То есть вы берете вот эту втулку, ставите на абсолютно тоже посадочное место. У них одинаковые абсолютно размеры. Ставите подшипник непосредственно в опору. Вы просто меняете, да, подшипник с втулкой местами. Вот эта втулка, она ни за что не отвечает, у нее нету соприкосновения внешнего, да, то есть когда ставится подшипник, имеется в виду, что вал крутится в чем-то. Вот он тут просто условно для красоты. Если такой вариант вас не устраивает, да, ну, в общем-то, я не вижу смысла именно в этом варианте, потому что ну, вы и так будете заказывать подшипники, вам все равно придется их заказывать и сэкономить, ну, каких-то 3-4 доллара на катушке. Ну, честно, мне кажется, просто нету смысла. Поэтому мы вынимаем подшипник и втулку. Берем подшипник, ставим на нужное место нам и закрываем это дело все как должно быть, условно, как придумала Дайва, да, будем говорить так. Зачем такая компоновка подшипника, я сказать вам не смогу. И зачем вот этот подшипник здесь стоит, я тоже не знаю. Меня по большому счету вызывает это большие вопросы. То есть вместо втулки поставили просто подшипник. Ну, наверное, чтобы больше количество подшипников было на схеме. И с другой стороны, ну, запутать, не запутать, потому что по схеме вы не поймете, где подшипник, где не подшипник. Это нужно, ну, более глубокий анализ самой схемы делать. Значит, дальше, чтобы вернуть вот эту клипсу на место, между подшипником, между этими двумя подшипниками должен быть зазор. Сейчас, я надеюсь, фокус словит. Вот здесь между подшипниками, да, должен быть зазор. Он должен быть для того, чтобы вот эта клипса вошла туда. Потому что если вы просто соберете и попробуете ее одеть, она просто не становится туда. Если вы зазоры оставили, то она входит великолепно между двумя подшипниками. Так, потом, чтобы это дело собрать, тут еще один нюанс, конечно же. Сейчас покажу. Значит, есть вот такая резинка. Ее лучше снять, прежде чем одевать все на место и ставить отдельно. Сначала вы ставите резинку, а затем уже одеваете крышку, потому что если вы ставите все вместе, то у вас может заживать просто вот эту резину, и ничего путного не будет, будем говорить так. Все. Теперь возвращаем, естественно, шайбочку. И закручиваем все это дело на место. Винтики аккуратно упрыгивают, они небольшие. Там, будьте внимательны.
Все, с этим есть. Все, теперь в катушке у нас стоит, конкретно в этой катушке стоит 10 подшипников. Также у вас будет, если у вас QDX, в саму катушку можно поставить 10 подшипников. Ну и дальше убираем, конечно же, втулку. И переходим, если у вас серия QD, переходим непосредственно к самой ручке. Значит, в ручку ставится тоже подшипник 5х8 на 2,5. Значит, для того, чтобы ее разобрать, можете пойти по вот этой ссылке, либо посмотреть, как я это делаю непосредственно здесь. Для того, чтобы разобрать, нужна салфетка и рожковый ключ на 10. Для чего салфетка? Чтобы не повредить черное покрытие, да, рукоятки. Вот здесь вот есть насечки на самой, да, на стоечке кноба. Значит, мы берем салфетку ближе к самой ручке и одеваем ключ непосредственно на стоечку кноба. Ключ с салфеткой пока в сторону. Берем всю ту же отвертку PH1 Phillips и выкручиваем стоечку кноба с винтиком. Так, вот здесь есть у нас одна регулировочная шайба. Я не рекомендую ее убирать. Мы ее вернем на место. И вот наша втулка. И вот смотрите, для чего вот этот инструмент. Мы спокойно можем поддеть втулочку, чтобы убрать ее оттуда. 4х8 на 2,5. Берем подшипничек. Достаем 5х8 на 2,5. Это есть. Ну и собираем все в обратном порядке. Внимательно смотрите, чтобы подшипник становился в уровень, да, с шафт. На английском знаю, на русском забыл. Со стоечкой, да, то есть внутри, чтобы подшипник стал за подлицо, когда вы будете крутить винтик, чтобы он сразу придавил. Потому что бывает, что подшипник не попадает в свой паз, и вы начнете тянуть, и ничего не затянете, то есть начнете давить на сам подшипник. Вставляем на место. Ну и все это дело закручиваем. Есть. Ну и возвращаем, естественно, кноп. Причем самое интересное, что накрутить его легче, чем скрутить. Поэтому момент такой. Так. Берем салфеточку, берем ключик. Надеваем обратно. Все. Ну, на этом все. Теперь у нас в катушке, если у вас Daiwa QD, стоит 12 шарикоподшипников. Насколько я знаю, даже в Basse Air 10 подшипников. Схемы на Basse QD и QDX будут в описании к этому видео. Если вам интересно, можете ознакомиться. На всякий случай напомню, у QDX вы не можете разобрать кноп.
Ставим его на место.